Вчера биткоин завершил один из лучших месяцев не только в этом году, но и в своей истории, поднявшись более чем на 30 тысяч долларов. Ноябрь 2024 года был очень положительным для биткоина, ведь его цена выросла с 67 до почти 100 тысяч долларов, что превысило 40% роста за 30 дней. Перед началом ноября мы делали для вас прогноз, где я назвал положительные факторы, которые по итогу и привели к такому росту, как, например, выборы в США. Вот только мой целевой уровень для биткоина в ноябре был 80 тысяч, и никто не ожидал, что он так быстро приблизится к долгожданным 100 тысячам долларов. Но победа Трампа, приход прокриптовалютных политиков и огромный приток капитала от фондов сделали свое дело. Этот памп наградил всех холдеров, которые вместе с нами на протяжении всего года накапливали биткоин, несмотря на его локальный нисходящий тренд, который начался в марте. И сейчас начинается декабрь, который также имеет очень важное значение для биткоина, поскольку 100 тысяч мы так и не пробили. И вопрос, пробьем ли мы этот уровень до конца 2024 года, до сих пор остается открытым. Но в этом видео я постараюсь максимально четко на него ответить, ведь сегодня вас ждет большой прогноз биткоина на декабрь, где мы разберем множество интересных данных, как, например, рост глобальной ликвидности, что может привести к пробою уровня 110 тысяч долларов уже в январе, начало фазы экспоненциального роста, как это было в циклах 18 и 21 годов. Также узнаем, в каких диапазонах киты накапливают биткоин, и что самое главное, обсудим важные события предстоящего месяца, ведь именно в декабре нас ждет последнее заседание ФРС в этом году, от которого напрямую будет зависеть пробой 100 тысяч. А также в этом месяце состоится собрание акционеров Microsoft, третьей компании по капитализации в мире, на котором будут голосовать за инвестирование в биткоин. А если к таким гигантам, как BlackRock, Fidelity и MicroStrategy присоединится корпорация Microsoft, то мы можем столкнуться с большим кризисом ликвидности, ведь учитывая ограниченную эмиссию биткоина, его на всех не хватит. Таким образом, на основе этих данных я отвечу на вопрос, каким будет декабрь 2024 года для биткоина. И даже если вы не покупаете биткоин, я все равно рекомендую вам посмотреть это видео, поскольку сегодня мы также уделим время альткоинам. Ведь, во-первых, сейчас доминирование биткоина падает на глазах, во-вторых, мы наблюдаем за притоком капитала в эфир, который обгоняет биткоин, ну и в-третьих, сейчас все активно обсуждают XRP, который приближается к максимальным уровням 2021 года, около 2 долларов. В общем, будет много всего интересного, поэтому обязательно поставьте лайк. И я напоминаю, что топ лучших монет на декабрь уже почти готов, и мы его выложим, когда наберем 1500 лайков. Также в комментариях пишите, как вы думаете, сколько будет стоить биткоин в декабре и на каком уровне он закроет этот год. А с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, на крипторынке начался новый месяц, а это значит, что сейчас самое время готовиться к предстоящим важным событиям, от которых будет зависеть движение криптовалюты. И как раз таки по этому поводу редакторы нашего телеграм-канала подготовили для вас календарь событий на декабрь, благодаря которому вы заранее сможете готовиться к волатильности на рынке. Поэтому обязательно переходите в наш телеграм, подписывайтесь, сохраняйте себе данный календарь и следите за актуальными новостями, которые мы публикуем каждый день. А вот прогноз на декабрь я бы хотел начать с краткого подведения итогов ноября, ведь ноябрь оказался очень насыщенным. Под конец ноября биткоин пережил коррекцию на 7%, упав до уровня 90 790 долларов во вторник, прежде чем восстановиться до 97 тысяч к этим выходным. И в принципе, как мы и сказали в прошлом видео, это был локальный откат, который вполне допустим в таком активном бычьем цикле. Согласно данным CoinGlass Bitcoin ETF, эта неделя началась с двух последовательных дней оттока, которые составили 558 миллионов долларов, за которыми последовало скромное восстановление спроса до четверга. И если такой приток сохранится или ускорится, то он, конечно же, может поддержать восстановление биткоина. Исторически четвертый квартал является самым сильным кварталом для биткоина, а ноябрь часто был очень прибыльным месяцем. Но декабрь также показывал хорошие результаты в прошлых бычьих циклах, что дает нам многообещающие перспективы. В декабре большое влияние на биткоин будет оказывать индекс доллара и глобальная ликвидность. Интересно, что текущий рост биткоина произошел на фоне укрепления индекса доллара США, ведь обычно индекс доллара и биткоин сохраняли обратную взаимосвязь. Ведь когда доллар укрепляется, биткоин слабеет, и наоборот. Рост индекса доллара произошел на фоне победы Трампа. Но давайте не забывать, что в декабре нас ждет последнее важное заседание ФРС в этом году. А важно оно по той причине, что недавно Пауэлл сказал, что они не будут спешить со снижением процентной ставки. И возможно еще одного снижения на 0,25% может не быть. В данном случае нам стоит посмотреть на данные по инфляции, ведь ИПЦ за октябрь показал рост на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем. Вероятно, именно эти данные по ИПЦ могут заставить
заставить Пауэлла не понижать ставку в декабре. Для фондового рынка и биткоина это будет оказывать негативное влияние, ведь, как я вам говорил ранее, рост индекса доллара заставляет инвесторов сокращать инвестиции в рискованные активы. Однако после победы Трампа условия на рынке немного изменились, ведь его политика направлена на поддержку экономики и бизнеса, за счет чего акции также растут во время роста индекса доллара. Таким образом, заседание ФРС 18 декабря станет важным в перспективе следующего года, ведь если 11 декабря ИПЦ снова покажет рост, это действительно заставит ФРС взять паузу. При этом крайне важно, какие итоги подведет Пауэлл и как он прокомментирует политику ФРС на следующий год. В любом случае все будет зависеть от данных по инфляции и рынку труда, которые опубликуют до встречи ФРС, после чего уже будет понятно, понизят ставку или нет. И об этом мы еще сделаем отдельное видео, так что не пропустите. Аналогично с индексом доллара также стоит обратить внимание на глобальную денежную массу. Это еще один ключевой показатель, который недавно показал небольшое сокращение. Биткоин исторически положительно коррелировал с глобальной ликвидностью. Таким образом, если условия ликвидности улучшатся в ближайшие месяцы, то это может стать мощным катализатором роста. И, кстати, по этому поводу главный криптоаналитик фирмы Real Vision заявил, что биткоин может привлечь инвестиции в размере 2 триллиона долларов в течение 2025 года, поскольку глобальная денежная масса вырастет до 127 триллионов долларов. Но, конечно же, это сильно оптимистичный прогноз, тем более он уже больше касается следующего года. Также, если провести параллели с прошлым бычьим циклом, то текущее движение биткоина очень сильно похоже на прошлые булраны, особенно цикл 16-17 годов. Этот цикл начался с постепенного роста цены, прежде чем был пробит ключевой уровень сопротивления и биткоин вышел в фазу экспоненциального роста. В 2017 году цена биткоина вырвалась из ключевого технического уровня, около 1000 долларов, что привело к параболическому пампу, который достиг пика на уровне 20 тысяч. И тогда биткоин вырос в 20 раз. Также в цикле 20-21 годов биткоин вырос с 20 до почти 70 тысяч долларов. И прямо сейчас наблюдается аналогичное движение, ведь за счет спроса от больших фондов, смены криптополитики в США и в целом общего принятия криптовалюты во всем мире, биткоин имеет все шансы, чтобы сохранить такой бычий тренд в декабре и продолжит следовать историческим циклам. А это, в свою очередь, является лучшим временем для заработка на криптовалюте. Но если сейчас у вас не получается фиксировать профит и вы не знаете, какие прибыльные монеты покупать, приглашаю вас в нашу подписку Coin22 Pro. Ведь благодаря тому, что все участники получают лучшие точки входа, это позволяет оставаться в плюсе. Например, после недавней просадки биткоина мы заработали 70% профита на его восстановлении выше уровня 98 тысяч, так как аналитики Pro заранее предоставили уровни для открытия лонгов. Причем такой простой формат позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении, что мы собственно и делали на протяжении всей недели, а также этого активного месяца. Но если вы новичок и ни разу не торговали, вам не стоит переживать, что у вас что-то не получится, ведь на старте вы получите пошаговое обучение и первые сделки будете открывать под руководством экспертов. А чтобы получать профит во время обучения, мы сразу для вас соберем прибыльный спотовый портфель. Также с подпиской Pro вы сможете обучаться самостоятельно анализировать рынок, подбирать лучшие уровни для открытия сделок и находить перспективные монеты для покупки, потому что с вами всегда будет поддержка 24/7. Ну а чтобы стать участником Pro и уже сегодня получить свою первую прибыльную сделку, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Помимо заседания ФРС, я бы хотел обсудить еще одно важное событие декабря, а именно собрание акционеров Microsoft, на котором будут принимать решение инвестировать в биткоин. Согласно регулирующему документу, который выложили 24 октября, акционеры Microsoft намерены проголосовать по предложению об оценке биткоина в качестве потенциальной корпоративной инвестиции на предстоящем ежегодном собрании в конце этого года. Предложение, поданное консультативным советом акционеров, призывает к детальной оценке потенциальной роли биткоина в казначейских операциях Microsoft. Но будут ли акционеры голосовать за это предложение? На самом деле совет директоров рекомендовал этого не делать, заявив, что его казначейство уже оценивает различные активы, включая криптовалюту, такую как биткоин. Совет подчеркнул волатильность биткоина и утверждал, что текущие процессы компании обеспечивают финансовую стабильность без необходимости дальнейшего пересмотра. Компания Microsoft традиционно придерживается консервативного подхода к финансовому управлению, инвестируя большую часть своих денежных резервов в низкорискованные активы, такие как облигации, и противодействие совета директоров инвестициям в биткоин отражает эту более широкую стратегию, которую они отдают стабильным активам с низкой доходностью. Но после собрания 10 декабря подход компании к биткоину может очень сильно измениться, ведь, как я сказал ранее, криптоиндустрия в США становится все более контролируемой за счет прихода новой администрации и введения политики регулирования. Тем более на примере микростратегии Майкла Селлера биткоин является хорошим активом для роста компании. И, кстати, недавно Селлер сказал, что ему хватит 3 минуты, чтобы убедить совет директоров
директоров Microsoft купить биткоин. В недавнем интервью он сказал: активисты, которые подготовили это предложение, связались со мной, чтобы предоставить его совету директоров, и я согласился провести 3-минутную презентацию. Это все, что мне нужно, и я собираюсь предоставить его совету директоров. И он добавил: я думаю, что это неплохая идея включать это в повестку дня каждой компании, особенно Berkshire Hathaway, Apple, Google и Meta, потому что у них у всех есть огромные запасы наличных, и все они сжигают акционерную стоимость. Также Национальный центр исследований государственной политики выдвинул предложение, в котором подчеркивалась стратегия инвестирования микростратегии в биткоин и то, что цена ее акций в этом году превзошла Microsoft более чем на 300%, несмотря на то, что она выполняет лишь малую часть бизнеса Microsoft. За счет этого Microsoft действительно может пересмотреть биткоин как хорошую инвестицию для роста акционерной стоимости. А если компания начнет покупать биткоин вместе с Ларри Финком и Сейлором, я думаю, вы понимаете, что будет с его ценой. Ведь когда-то Сейлор сказал, что биткоина всего 21 миллион, а желающих его купить миллиарды. Как вы можете заметить, институциональный спрос на биткоин в этом году растет каждый месяц. Именно поэтому киты и холдеры используют любую просадку, лишь бы купить больше биткоинов. Например, на этом падении до 90 тысяч очень быстро активизировались киты, которые купили на $1,5 миллиарда, пока краткосрочные холдеры отправили на бирже $4 миллиарда в биткоине. Из-за такого сильного спроса теперь первая уверенная поддержка формируется в диапазоне от 92 до 95,5 тысяч, где 490 тысяч кошельков купили 440 тысяч монет. Но несмотря на то, что холдеры накапливают недавнее падение, еженедельный отчет Glassnode подчеркивает рост цены биткоина более чем на 42% за последние 3 недели. Этот рост привел к тому, что долгосрочные холдеры получили рекордную ежедневную прибыль в размере 2 миллиарда, установив новый исторический максимум. Возникающий в результате избыток предложения может потребовать фазы повторного накопления, прежде чем произойдет устойчивый рост цены. В отчете также объясняется, что большая часть этого давления на стороне продажи исходит от холдеров, которые держат монеты от 6 месяцев до 1 года, что составляет 35% от общего числа. И это говорит о том, что более опытные инвесторы продолжают холдить свои монеты и ждать более сильный рост. Следовательно, если учитывать эти данные, то нам стоит понимать, что бычий тренд сохраняется. Однако такого активного роста в декабре, как в ноябре, мы не увидим. Во-первых, для роста биткоина нужно более высокий приток капитала в ETF, а с окончанием года и предстоящим уходом фондов на каникулы он заметно снижается. Исторические данные показывают, что декабрь хоть и был зеленым месяцем, активность биткоина была низкой. Ведь сами понимаете, конец года, все подводят итоги, закрывают рабочие планы и готовятся к большим выходным. И я бы это назвал небольшой паузой перед масштабным пампом, который нас ждет уже в следующем году. Таким образом, я по-прежнему верю, что мы пробьем 100 тысяч до конца этого года. Однако моей целью на декабрь остается уровень 100, максимум 102 тысячи. Ведь скорее всего во время этих каникул и многих выходных, когда фонды не работают, будет происходить консолидация, которую мы, конечно же, будем использовать для накопления перед новым 2025 годом. Но если что-то кардинально поменяется, то вы, конечно же, узнаете об этом первыми. Но тем временем аналитики ожидают, что эфир и альткоины, такие как XRP, продемонстрируют сильный рост в преддверии инаугурации Трампа 20 января, который также станет последним днем полномочий текущего главы SEC Гэри Генслера. Доминирование биткоина поступило важным сигналом для инвесторов, которые покупают альты, поскольку это может привлечь больше инвестиций перед 20 января. Под конец ноября доминирование биткоина, которое измеряет отношение биткоина к общей стоимости альтов, упало до 56%, что ниже двухлетней линии поддержки. И как сообщил популярный криптоаналитик Микки Булл Крипто, это сигнализирует о том, что рынок официально находится в сезоне альткоинов. Да, сейчас действительно можно заметить, как капитал перетекает из биткоина в альты, но его доминирование по-прежнему остается выше 50%, а также биткоин превосходит трехмесячную доходность многих альтов. Но и те, кто смотрел вот это видео, знают, что такое слово как альтсезон не стоит ошибочно связывать с циклом 2021 года, когда все монеты росли на 1000%. Из-за масштабирования рынка сейчас мы можем рассчитывать на 3-5 иксов, что также является отличным результатом. И на данный момент можно рассмотреть сектор L2 на эфире, так как за последнюю неделю эфир перегоняет биткоин по притоку капитала в ETF, а сеть приближается к показателям активности Solana, фиксируя 70% роста. Ну и конечно же отдельного внимания заслуживает XRP, который вырос на 40% за неделю. Главной причиной такого роста стал предстоящий запуск стейблкоина Ripple. По данным Fox Business, компания предварительно запланировала запуск на 4 декабря, и сейчас ожидается одобрение Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Таким образом, выход Ripple на рынок стейблкоинов ставит его в прямую конкуренцию с известными американскими эмитентами, как, например, Circle, Paxos, а также Gemini. Но насчет RLUSD у Ripple есть план, и это не просто стейблкоин. Важное партнерство с такими компаниями, как MoonPay и Uphold, сделает
RLUSD доступным для глобальной аудитории. А главная цель состоит в том, чтобы интегрировать RLUSD в глобальные сети денежных переводов, сделав трансграничные платежи дешевле и быстрее. Следовательно, Ripple может стать главным криптоигроком, который перевернет устаревшую систему банковских переводов, а также SWIFT. И эту тему мы обязательно будем обсуждать в нашем топе монет на декабрь. Но в целом, как я сказал в начале, альты будут следовать за ценой биткоина, ведь на рынке еще не было такого периода, когда биткоин активно падал, а альты росли. Так что мы, как всегда, продолжаем следить за динамикой крипторынка и всей самой актуальной информацией будем делиться в нашем телеграм-канале, поэтому проверьте, подписаны вы или нет. Ну и конечно же, поддерживайте контент лайком, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и в комментариях оставляйте ваши прогнозы по биткоину на этот месяц. А я желаю вам удачи и максимально прибыльного декабря. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!